Жизнь обычного мужчины навсегда изменилась, когда его буквально повсюду стала преследовать стая орлов. Когда человек наконец выяснил причину, он был поражен. Эта история началась в небольшом портовом городке на западном побережье. Джейсон работал бригадиром в оживленном морском порту. Его дни проходили в монотонном ритме погрузки и разгрузки кораблей. Он жил один в скромном доме недалеко от порта. Каждое утро Джейсон просыпался в 5:30, чтобы успеть на первую смену. Его квартира находилась на втором этаже старого кирпичного дома. Окна спальни выходили на море. Джейсон часто просыпался от криков чаек. В доме находилась только самая необходимая мебель: металлическая кровать, потертый диван, небольшой телевизор и простая кухонная зона. На стенах висели фотографии кораблей. Джейсон работал в порту уже 10 лет. За это время он выучил все процедуры погрузки наизусть. Он знал каждый угол причала. Джейсон помнил имена всех капитанов регулярных рейсов. Его ценили за внимательность и ответственность. Коллеги уважали его за справедливость и прямоту. Придя на работу, Джейсон первым делом проверил расписание судов и направился к причалу для проверки швартовочного оборудования. Именно тогда он заметил одинокого белоголового орлана на краю причала. Птица сидела неподвижно, словно статуя. Ее белоснежная голова контрастировала с темным оперением. Орел казался необычайно крупным. Его острый взгляд был устремлен в воду. Джейсон остановился в нескольких метрах от птицы. Он никогда раньше не видел орлов так близко. Орел повернул голову и посмотрел прямо на Джейсона. Их взгляды встретились на несколько долгих секунд. В этот момент мужчина вспомнил о своем завтраке. В сумке лежал бутерброд с ветчиной. Он медленно достал его, стараясь не делать резких движений. Орел внимательно следил за каждым жестом человека. Его голова слегка поворачивалась вслед за движениями мужчины. К удивлению Джейсона, птица не улетела, когда он осторожно положил кусок мяса на край причала. Вместо этого орел склонил голову на бок. Его янтарные глаза изучали предложенную еду. Затем птица сделала один осторожный шаг вперед. Ее когти тихо постукивали по бетону. Движения орла были плавными и осторожными. Джейсон затаил дыхание. Птица подошла к мясу. Одним быстрым движением орел схватил еду и отступил. Он быстро проглотил предложенное угощение и улетел. На следующий день орел появился снова. К огромному удивлению Джейсона, он сидел на том же месте. Даже его поза была точно такой же. Джейсон, словно предчувствуя эту встречу, купил свежего мяса в магазине по дороге на работу. На этот раз птица подошла чуть быстрее. В ее движениях появилась уверенность. Через несколько дней коллеги Джейсона обратили внимание на его странное поведение. Они видели, как он каждое утро кормит орла. Некоторые считали это опасным, другие были заинтригованы. Начальник смены предупредил Джейсона быть осторожнее, но никто не запрещал ему кормить птицу. Через неделю орел уже брал еду прямо из рук Джейсона. Это требовало абсолютного доверия с обеих сторон. Джейсон научился правильно держать мясо, а орел научился аккуратно брать пищу, не задевая человека своими когтями. Новость о человеке, подружившемся с диким орлом, быстро разлетелась по порту. Коллеги специально приходили пораньше, чтобы увидеть это своими глазами. Фотографии Джейсона с орлом появились на доске объявлений. Его даже стали называть «повелителем орлов». Однажды утром Джейсон обнаружил не одного, а сразу 5 орлов. Они сидели на разных уровнях причала. Все птицы были похожи, но каждая имела свои особенности. Один орел был заметно крупнее остальных. Другой имел небольшой шрам на клюве. Птицы не только не боялись Джейсона, они следовали за ним по всей территории порта. Когда мужчина заходил в здание, птицы кружили над крышей. При разгрузке судов орлы сидели на контейнерах. Они не проявляли агрессии, просто наблюдали за происходящим. Ситуация становилась все более необычной. Вскоре орлы начали появляться возле дома Джейсона. Они садились на соседние крыши. По утрам они сопровождали его до работы, летя на безопасном расстоянии. Любопытство Джейсона
из-за странного поведения диких птиц росло с каждым днем. Он решил установить маленькую камеру с GPS-трекером. Задача была рискованной, но это был единственный способ узнать правду. С помощью куска мяса и нескольких осторожных движений он смог прикрепить устройство к лапе самого крупного орла. Полученные данные с трекера показали удивительную картину. Орлы летали между портом, домом Джейсона и районом в 15 километрах от города. Их маршрут был точным и повторялся почти каждый день. Птицы двигались как будто по невидимой линии. Начальство порта выразило недовольство постоянным присутствием орлов. Птицы отвлекали работников, и клиенты жаловались на их опасную близость. Грузы иногда задерживались из-за того, что орлы сидели на контейнерах. Ситуация требовала немедленного решения. Директор порта вызвал Джейсона в свой кабинет. Разговор был коротким и жестким. Джейсону поставили ультиматум: либо орлы исчезают, либо он теряет работу. На размышление дали 3 дня. Выбор был сложным. Джейсон провел бессонную ночь, обдумывая сложившуюся ситуацию. Орлы стали частью его жизни. Он чувствовал ответственность за них. В то же время работа была его единственным источником дохода. Он не мог позволить себе ее потерять. На следующий день Джейсон пришел с планом. Он собрал нескольких коллег. Все взяли пистолеты с холостыми патронами. План был прост – создать достаточно шума, чтобы отпугнуть птиц. Это казалось единственным гуманным решением. Операция началась рано утром. Выстрелы холостыми патронами эхом разнеслись по порту. Орлы взлетели в панике, их крылья рассекали воздух. Птицы быстро скрылись за горизонтом. После этого порт вернулся к обычной жизни. Работа возобновилась в привычном ритме, а Джейсон сохранил свою должность. Но его сердце было неспокойно. Он постоянно проверял сигнал GPS-трекера. Через несколько дней сигнал привел его к небольшому дому на окраине города. Это был старый одноэтажный дом с большим садом. Те же самые орлы сидели на деревьях вокруг дома. Они выглядели спокойными, словно нашли здесь новое убежище. Решившись, Джейсон подошел к входной двери. Его рука дрожала, когда он нажимал на звонок. За дверью послышались шаги. Дверь открыла женщина средних лет. Ее глаза расширились при виде Джейсона. Женщина побледнела и пошатнулась, но, к счастью, Джейсон успел поддержать ее. Затем они прошли в дом. В гостиной на стенах висели фотографии. На них был мужчина, поразительно похожий на Джейсона. Он кормил тех же самых орлов. Женщина представилась как Эмма. Ее муж Остин умер 2 месяца назад. Он был морским биологом и последние 5 лет изучал поведение орлов. Птицы стали частью их жизни. Они прилетали сюда каждый день. История Остина и орлов началась со спасения раненой птицы. Он нашел орла с подбитым крылом, вылечил ее, и постепенно к вылеченной птице присоединились другие. Эмма показала Джейсону дневники мужа. В них была вся информация об орлах, их привычки, характеры, предпочтения в еде. Каждой птице Остин дал имя. Биолог проводил с ними много времени, изучая их поведение. Внезапная смерть Остина от сердечного приступа оставила и Эмму, и орлов в полной растерянности. Птицы все так же продолжали прилетать к дому. Они словно искали там своего друга. Эмма не могла заставить себя кормить их. Это слишком напоминало ей об умершем муже. Когда орлы увидели Джейсона в порту, они узнали в нем черты Остина. Сходство было действительно поразительным. Те же черты лица, та же осанка, даже движения были похожими. Птицы начали следовать за ним, как раньше за Остином. Эмма предложила необычное решение. Джейсон мог приходить к ним в выходные. Так орлы сохранили бы связь с домом Остина и одновременно могли видеть Джейсона. Это помогло бы всем, и птицам, и людям. Первая совместная встреча прошла в саду Эммы. Джейсон принес свежее мясо. Орлы спустились с деревьев, ничуть не боясь мужчину. Эмма наблюдала за происходящим со слезами на глазах. В этот момент для нее прошлое и настоящее
словно соединились. Постепенно сложилась новая традиция. Каждые выходные Джейсон приезжал к Эмме, и они вместе кормили орлов. Эмма рассказывала истории об Остине, а Джейсон делился своими наблюдениями. Между ними завязалась настоящая дружба. Орлы больше не появлялись в порту. Они поняли новый порядок вещей. Каждые выходные птицы собирались в саду Эммы, а в будни они охотились в окрестностях, как обычные дикие птицы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.